Привет всем! С вами снова я, Ингрида. Сейчас я нахожусь в районе Чикджилли, возле торгового центра Аланиум. Этот торговый центр я еще снимала в прошлом году. У меня есть такое видео на моем канале, и если кому интересно, сейчас добавлю подсказочкой сверху, можете его посмотреть. Ну, а так как я понимаю, что именно прошел уже год, наверняка там поменялись магазины, само собой наверняка цены, но очень надеюсь, что остался именно тот магазинчик, который мне нужен. И я в центре искала определенный именно товар, определенную вещь, которая мне нужна, и там не нашла. И поэтому я решила отправиться снова в торговый центр Аланиум. Очень надеюсь, что он еще продолжает работать. И пойдемте так посмотрим. Сделала небольшое видео, такой обзор, показать вам, что же в этом году, именно какие магазины и цены в этом торговом центре. Этот раз заходим через центральный вход. Обычно иду через другой ход, с другой стороны. О, и здесь надо сумки ставить на сканер. Будут смотреть. Ну, итак, вроде начала все те же самые магазины. Вот посередине пахлава, сладости. Также билеты. Видите, на самолеты, золото. Вот. Продуктовый магазинчик, тот же самый. А, посередине сладости. В него мы зайдем чуть-чуть попозже, я вам покажу, как он изнутри выглядит. А какая стоимость, вот именно какой курс лиры сейчас, я вам добавлю к видео. Ну, примерно так, 10 лир, 55 центов. Вот здесь рядом я часто покупаю лак для ногтей, ну, разные всякие такие крема. Ну, что я точно знаю, что стоимость лака евро 80, ну, до 2 евро. Смотрите, какие расцветки, да? Но вы догадались, какой мне больше всего нравится? Это желтый. Магазин Ватсон, это очень похож, как наш Дрогос. Правда, цены совсем другие. Есть магазинчик English Home. Здесь тоже я часто что-то покупала, помню. Когда мы здесь рядом жили. Разные подушки, одеяла. Ну, что-то такое все для дома, для быта. Спортивная одежда также. И женская, и мужская здесь, да. Вот впереди в Bosch магазине. Там я точно знаю, что я брала именно духовочку. Но здесь не дешевые цены. Они намного дороже на технику, чем в Европе. И вот что самое-самое лучшее, из-за чего я сюда иду, это вот этот магазин с текстилем и с полотенцами. Здесь есть разные полотенца, разные плотности, очень хорошего качества, халаты. Ну, в общем, и для кухни, и для пляжа, и для дома, для ванных комнат. Вот этот магазин, ну, советую посетить, на самом деле он очень хороший. А сейчас пройдемся к сладостям, посмотрим, что там сегодня и сейчас продают. Но то, что я знаю, что лукум стоит 300 лир килограмм, это точно. Это 18 евро килограмм. Вот если вам нужно что-то такое, как презент привезти, вот лукум или вот именно, ну, неважно, какие-то сладости, все равно, смотрите, что тут только нет. Чего тут только нет, так надо сказать. Тут можно растеряться. Я сама лично, бывает здесь часто, очень покупаю лукум писташковый. Вот мне очень нравится. Вот этот. И вот с орешками. Вот этот. А, и гранатовый. В общем, очень-очень много здесь лукума, который вкусный. Я часто беру здесь. Особенно, когда мы в этом районе жили. Вот именно рядом Crystal Towers. Тогда обязательно сюда ходила каждую неделю. Ну, смотрите, какие сладости, да? И здесь не только именно лукум, смотрите, еще чаи. Здесь есть вот такие маленькие всякие коробочки. Вот цена, смотрите, 5 коробок, 120 лир. Презентик. Неплохо привезти, да, кому-то радость сделать. Так что лукум я покупала у Элеонор, вот именно в центре Алании. Я вам тоже это видео делала, показывала, где находится тот магазинчик. И также вот здесь, в торговом центре. Вот это два места, где вот я покупала именно лукум. Смотрите, какие чаи разные. Такие, как порошок, да? Манго. Смотрите, гранатовые, разные-разные. Халва. О,
Тут можно потеряться, да, в сладостях. Также разные сухофрукты, они очень-очень тоже. Я все время хвалю, понимаете, потому что я еще, наверное, не наелась, еще не успела. Смотрите, каких тут только нету. Одной цене остановлюсь, вам немножко примерно так покажу. Ну вот видите, да, вот эта упаковочка, какой цене. Сколько сейчас стоит вот именно лира, я добавила к видео, смотрите. И вот этот чай, тоже вот смотрите, цена. 250 лир, ну здесь уже на вес, да, сколько там уже на вес. Вот этот чай местные, вот именно продавцы турки говорят, что если вы попьете, вернее, этот чай гриппом, вы болеть больше не будете. Не, у него такой действительно специфический вкус, но мне он даже нравится. Нет, конечно, здесь есть орешки. Вот смотрите, разных тоже цен и разные орешки. Также кофе. Сейчас покажу еще черный чай. Есть, знаете, вот сколько мы вот прожили здесь, когда год уже в Илане, я нигде не могла найти крупнолистовый черный чай. А здесь я его нашла. Ну вот черный крупнолистовый, вот именно этот чай. Вот 550 лир стоит килограмм. Да, подорожал. Цены выросли. А да, мне еще нравился вот именно этот чай. 1000 лир килограмм. Знаете, рядом смотрю, который я очень любила. Ой-ой-ой. Ну, цена, конечно, невообразимая. 4000 лир. Он так раскрывается таким, ну вот как бутон раскрытый, вот раскрывается роза такая. Ну, вроде так прошлись по всему этому магазину. А, специи. Вот, видите, разные специи. Тоже такие есть. Также на развес. Тоже разные специи. Ну и так, вроде я вам этот магазинчик вроде весь сняла. Пойдемте сейчас на второй этаж. Есть, конечно, магазинчики новенькие, которых здесь не было. Вот второй этаж. Ну, с одеждой все такое разное здесь. А третий этаж, последний, это кафе уже. Так, здесь я тоже была в этом магазине и многое что покупала, не только была. Здесь разная женская одежда. Ну и не только, там мужская также самое есть, но поскольку мне больше женской интересует, так я и говорю, женская. Нет, все же я зайду. Меня и заинтересовала одна курточка. Я надеюсь, что я ее здесь увижу. 3000, можно сказать, 300 лир. Да, вот эта курточка стоит где-то 220 евро. Вот такая цена. Это не дешевый магазин, но тоже вещи неплохие есть. Здесь один неплохой магазинчик, мужской одежды есть тоже. Здесь в основном мужская уже. Вот именно это крыло этого магазина. В основном мужское. Вот сюда мне надо зайти. Здесь хорошие маечки мужские бывают. Сюда я зайду. Нет, я так пробежалась по этим магазинам. Ничего такого для себя существенного не увидела. И я отправляюсь к женской одежде. А именно, мне нужно именно женское белье. Я знаю, здесь был магазинчик. Все тяну до последнего. Именно женского белья. Там пижамки есть, разные маечки. Ну, вот еще магазинчик мужской одежды. Следом должен быть магазин детской одежды. Правда, не знаю, сохранился ли он. И есть. Помню, здесь тоже брала для деток. Показывала вам этот магазинчик. Неплохие вещи там для деток. Ну, вот для пляжа все. А я иду вперед. Этот обувной меня не интересует. Есть обувной магазинчик. С краю Вайкики. С краю Вайкики будет. Ну, он не такой большой, как именно возле памятника, возле центра, но тоже многое что есть из того же ассортимента,
как и в центре. Одного спортивного магазина я вижу нет больше, но есть тот магазин, который мне нужен. И одежды, и вот именно белья женского. Заходим в вот этот магазин. Мне уже полные руки набраны всякого разного товара. Дошла еще до тапочек. Они тоже такие мягенькие, приятные. Еще нашла такую интересную пиджамку. Очень мягенькая такая. Ну, в общем, я уже набрала товар, отправляюсь к кассе. Это был тот магазинчик, который я надеялась, что он работает, и он работает. Это действительно хорошее, здесь качественное белье, ну и цены тоже нормальные для хлопка. Мне вместе примерно 60 евро обошлось. Деткам есть тоже чем заняться здесь. Я настолько потратила, что мне пришлось поменять даже евро на лиры. И меняла вот именно здесь, где авиабилеты. Но самый невыгодный курс, который может быть на Мбалане, это именно здесь. Так что на крайний самый случай вот только здесь меняете. И на этом я закончу свое сегодняшнее видео. Спасибо всем за просмотр, за ваши лайки. Пишите комментарии и обязательно подпишитесь, кто не подписался. До встречи в новом видео. Пока-пока!